Привет, друзья! Это снова я, и у меня к вам вопрос. Что, по-вашему, является основным источником сахара в нашем рационе? Я сейчас об Америке. Угадайте. Угадали. Это сладкая газировка, или точнее, жидкие конфеты. Среднестатистический американец выпивает 45 галлонов газировки в год. Это 170 литров газировки. 470 баночек. Я так и не смог посчитать, какой имеется в виду объем — 0,33 или 0,5. Если 0,33, вот такая баночка, то это 9 чайных ложек. Если 0,5, то 15,5 чайных ложек сахара. И получается 9 килограммов сахара в год. Но это совсем немного по сравнению с общим количеством сахара, потребляемого людьми. А это около 65 килограммов, 9 из которых — сладкая газировка. Что весьма интересно, особенно среди молодого поколения. Я рос в городке Киноша в штате Висконсин. Мы с друзьями постоянно посещали одно заведение в нашем районе. Обычно в баре постоянно проходили вечеринки. Там можно было покупать газировку ящиками, что мы и делали. Высокофруктозный кукурузный сироп еще не придумали, но сахара в ней все равно было очень много. Я помню, как в то время пил газировку в огромных количествах. Поэтому я и снимаю этот ролик. Это вызвало много проблем со здоровьем у меня. Но я не только пил газировку, я ел много простых углеводов. А теперь разберем руководство по питанию для американцев 15-20 годов. Рекомендации по добавленному сахару. Не рекомендуется более 50 грамм или 12 чайных ложек добавленного сахара в день. Проще говоря, это между 0,33 и 0,5 сладкой газировки. Я в шоке, ведь это просто огромное количество сахара. Сахар очень сильный окислитель, и почти весь этот сахар потребляют в виде высокофруктозного кукурузного сиропа, а это ГМО. Свекольный сахар тоже ГМО. В обеих этих формах сахара где-то 50% фруктозы и 50% глюкозы. С фруктозой приходится справляться печени, то есть остальные клетки не могут ее перерабатывать. И выходит, что печень вынуждена справляться с огромным количеством сахара в одиночку, что ведет к жирной печени, а еще к инсулинорезистентности. Вред от фруктозы для печени сопоставим с вредом от алкоголя. Она создает множество проблем. Именно поэтому многие американцы страдают от диабета, преддиабета и инсулинорезистентности. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек сахара в день женщинам и 9 чайных ложек мужчинам. Выходит, мужчины могут выпить 0,33 сладкой газировки, а женщины, к сожалению, чуть больше половины баночки. Понимаю, вам будет неудобно, ведь я использую фунты, галлоны, унции, чайные ложки. Просто мне было лень все это считать, да и переводчик все равно сделает все преобразования. Вопрос к вам. Сколько чайных ложек сахара, по-вашему, можно употреблять в день? Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.